Всем привет! С вами снова вечерняя рубрика «На фонтане», но теперь вместе со мной Айрат. И сегодня мы немножко обсудим наши прошедшие игры, Steam Secret и, получается, с Сундрой. Что, Айрат, было у нас в первой игре? Как тебе вообще наш драфт нравился? Первый игре, что могу сказать по драфту? Наверное, мы получали на драфте каждого героя, которого хотели. В целом он прошел гладко и комфортно для нас. Единственное, что на вас в пике, наверное, они... Может, я даже не помню, что забанили, может, где-то попали, но вроде как тролля мы не планировали, но получилось, что он тут неплох, и мы его пикнули. По игре что сказать? Вроде выиграли, но вот со стороны казалось мне, что некая инициатива была на стороне Team Secret, но в то же время мне казалось, что они как-то на таймере, мы можем просто фармить, и время играет на нас, и им нужно было что-то предпринимать, пытаться что-то делать, и с каждой минутой им выиграть становилось бы тяжелее. В принципе, у меня были какие-то такие ощущения, что делало нашу игру более комфортной, мы могли просто защищаться, фармить. Главное, сильно не отдать карту. Ну да, главное не ошибаться. Был хороший момент, когда Мага очень много нафармил на Думе, и он на минуте 12, по-моему, уже с блинком прилетел на наш Т1 в легкую и задумил Primal Beast'а, который тоже был довольно большой. Мы там убили его, еще кого-то, Криповчена. И вот, как я и говорил, нам нужно, чтобы выиграть как можно больше времени, и вот там мы хорошо их остановили, дали им сдачи, если можно так сказать, и пока Крип забрал, пока они снова собрались, дошли до Тавра, забрали его, мы снова успели подкачаться, и вот это нам такой очень важный был момент камбэка после лайн-стадии, наверное. 1xBet – официальный партнер Team Spirit. Болейте за наших ребят и переходите по ссылке. Во второй карте у нас, получается, уже был другой пик. Мы взяли снова Клокверка, которого не планировали, но они взяли, получается, Никс Энигма. Я бы сказал, Энигма немножко была неожиданная, но мы, я думаю, добрали также не самых плохих героев. Я думаю, опять, мы, наверное, не сказать, что вы пришли к стопроцентному варианту драфта. Вот мы взяли Пангальера, а некие у него проблемы есть с Клоком, что вы вдвоем уже не можете, наверное, как-то стакнуться и играть вместе. Ну, чуть-чуть героя, да, не то, Не чтобы очень полностью хорошо дополняют друг сочетаются, друга, и в да. этом проблема, наверное, была. Клок вроде Панга неплох против их героев был против Никса и Энигмы, но в то же время как-то с Клоком у него нет синергии, даже где-то Клок ему мешает. Вот в этом драфт уже где-то запишем это, поставим минус, запишем это не в актив, а в минус в этот момент. Ну, кулька ласпика у них появилась. Да. Такая, не скажешь, что прям мы тоже ее ожидали. Игра была трудной. Я, если честно, не прям до конца понимал силу наших героев. То есть у нас же была Спектра не прям привычный для нас пик. Это уже больше казалось, что она просто хороша должна быть по игре и хорошо работать. В игре наступил момент, в котором нам казалось, что мы вот уже очень сильные, и что мы можем уже вот прям все, убивать врагов и особо не умирать. Ну, в общем, побеждать игру. Но как-то сами немножко где-то передавили, перефорсились. Мы были в смоке, но я же поставил вард, и они видели, что мы тоже поставили вард. Я думал, что они видят вард, и, короче, мне надо было как можно быстрее принять решение. Я прыгаю, а там птичка меня блочит, в итоге не попадаю. Мы, конечно, Энигму все равно цепляем, в итоге ее даже убиваем, но потом нам кажется, что мы сейчас вот выиграем драку, а нас как-то развернули. Всю игру мы хорошо двигались, выигрывали за счет вижена Клока, за счет вижена Бисмастера. Даже в игре, где мы довольно слабее были, мы все равно держались в игре. Неплохо камбэкали, разводили их по карте, сплитали, выигрывали время в Спектре. И вот все это было ради этой драки, ради этого момента, где мы проигрывали 2-3 тысячи, кажется, в этот момент. Ну, что-то такое, да. Проиграли эту драку, отдали Рошана. Дальше мы стали на базе, закрылись, потому что нас уже везде выгнали. Ну, в общем, потом 19-20 тысяч было преимущество. Да, там очень быстро вот примерно выросло. за 5 минут оно вот так вот выросло. Преимущество мы как-то еще держались, играли, где-то находили моменты Да, мы благодаря старались. Клоку, Бесту. Клок хукшот, Бисмастер продлевает после Клога фрором. Очень такие приятные пару пиков сделали. И вот вроде игра уже Наладилась снова. наладилась, она камбэкнута. Где-то, может, там чуть могли чуть больше взять. Но вот уже Аегис мы взяли сами, третьего Рошана забрали. И все здорово. И, кажется, и сыр тоже уже был у нас. Там было примерно так, что мы зашли вниз. Ну, короче, мы расставили вижен хороший на выход с линии врагов. И у нас был некий план пойти в топ. Мы пришли в топ. Потом мы видим, как они проходят по вардам. Мы заколли смокбот, пришли, убили там Никса. Немножко их зажали. Потом как-то их чуть-чуть опять же подотпустили.
А потом уже видим такого сладенького Бейна, который выходит на наш вард. И мы такие: парни, ну что, саппорт вышел пятерка, надо его убивать. Прыгаем. Вот я прыгаю, не получается продлить. В итоге меня сразу убивают. Какая-то плохая там драка завязывается, нас опять убивают. Ну и, короче, как сказать, не хватило где-то, не знаю, собранности, понимания если- достаточно хорошего. В общем, после этого момента, мне кажется, мы ни разу пятером не стакнулись. И Да. даже там как таковой осознанной драки не было в пятером. Мы поумирали по одному, враг забрал Рошана и закончил игру. Ну да, короче, там мы уже... Каждой вражеской атаке мы были не готовы, скажем так. Для магии, если что, все керри — это булки. Я еще не послышал ни про кого. Кого уважаешь керри? Только про мира. Только эпилептика. Эпилептика только как керри. На этом инте уже нет, да. Я вот, все керри для меня это просто булки. Потом мы играли с Тундрой. Тундра eSports — это такая команда, с которой мы уже немало матчей сыграли, официальных и тренировочных, и команда нам такая известна. Знаем, кто там играет, на ком. Но, к сожалению, нам эти знания не помогли в серии, и мы ее проиграли. В общем, первая стадия прошла окей, мы ожидали от них этих героев, Да, да. мы Она продумали заранее, что мы возьмем. плюс-минус все прошло вот прям по плану, кроме, наверное, последнего пика. У них получилось Мирана Дум, пришли в харду к СФу и Марси. Марси. Мне кажется, на бумаге у нас сильнее. Да, мы еще ФБ сделали. Учитывая нашу практику, как мы где-то квешились, кажется, что у нас фейворит матчап, мне кажется, в этой ситуации. да. Главное не напортачить, наверное, дождаться третьего левого, сильных кайлов уверенно. Можно и пораньше сыграть, если есть хороший момент, но в общем и целом Линия такая, там, чтобы убивать, там не нужно прям придумать какой-то велосипед. Ты подходишь на Марсе, кидаешь Дума, дается ему 3 кайла, и он, в принципе, умирает. Но что-то у наших ребят пошло не так. Мы это, конечно, уже все обсудили, посмотрели. И там, скажем так, поспешили они немного с нападением. немного терпения не хватило. Да, надежности. Вот. Учитывая, что Мирана даже старфов качала на первом, что я не уверен, что вообще это хорошо. Я считаю, это вообще ошибка. Это просто так, это как бы, знаете, в один конец он уже играет. Либо ты убиваешь, либо умираешь. Игра шла, наверное, своим чередом, где-то нам чуть-чуть не хватало урона на энеми. Они очень много в разменах в том же миде, очень такие обидные киллы мы не добрали. Лейн-стадия прошла вровень, я бы мог так сказать, плюс-минус. Выглядело, что игра ровная, но потом вот какие-то вот череда неких ошибок была. Очень, мне кажется, важной Люку убили, где он задержался в своем сейфлейне, когда после того, как тавр забрали. Вот очень далеко вышел на СФ, у которого нет эскейпа. Да. Было так, что мы идем в смоке, идем под минт, как и запланировали, но видим, что как-то герой не появляется чуть, а там показался в этот момент Дум в топе, видим, что он начинает отпушить пачкой, мы думаем, что-то в миде они не подставляются, а если уж, скорее всего, не поставятся, то они будут вместе, как-то решили изменить свой курс, побежали в топ, не успели прибежать, Дум уже отпушил пачку, мы такие, давайте подождем его, когда он пойдет в свой лес, в тройку, поставили вард, он не приходил. В итоге мы такие, а что, давайте мы отпушим топ, еще подождем. Это уже все стало, слишком долго, это уже враги было все поняли. Очень натянуто, мы уже вейв отпушили, Наивно показали, сыграли. что мы тут, остаемся там. С нами еще одного инвокера, кажется. А инвокер вылетел уже. Да, инвокер просто уже вообще улетел. улетел оттуда, надо было выйти, профармить лес. Но мы приняли другое решение, напасть на Тускара, урона не хватило, нас всех убили. Ну и, в принципе, вот в тот момент игра стала уже очень тяжелой. Там как было, они забрали сразу Рошана, получили Да, Аегис, да, и да. дальше они нас просто выдавливают со всей карты, куда бы мы ни приходили. Ну и, короче, все. Ой, блядь, такая хуйня в тебе произошла, Эрик. Лучше даже не пересматривай, блядь, эту хуйню. Я там один раз ему Tower экстенднул, а второй раз просто гениальная без стрела мне в жопу залетела после ТПшки, и меня с 0 до 100 просто убили за одну стрелу. У нас сакс, мы саксом можем держать бот полностью. Я могу фармить тройку, подходить к вам под бот, и мы можем их просто хуярить. Я подхожу в тройку, у нас нет ни опса, ни сентри там. Всегда под Мирану ульт могут зайти, меня ёбнуть с Мираной и Тускаром. Со мной иногда нет героя, я не знаю, как мы можем играть. Да еще и, блядь, я не знаю, мы должны с этим блинком на аксе, у нас 2 плея. Либо я тпшусь в бот, и мы деремся в боте, просто забираем эту зону, я там фармлю. Либо мага тпшится в мид, или тпшится в топ, нажимает смог с мирой, и мы бежим, забираем у них фулл топ-лес. Ладно. Не отвлекайся на прошлые игры. Какая нахуй разница? Не отвлекайся на прошлые игры. Вот, вторая карта.
Ну что там получается? Там у нас вообще получился драфт, как бы сказать, не то чтобы неверочный, а недостаточно комфортный. Были сомнения чуть ли не на каждом пике. Ну и получается, они взяли Тайдхантера, а у нас был зомби Войд, которые вообще его не могут никак не пробить, не убить. Как бы мы там ни пытались зачем. У нас получилось, но получилось, когда уже Тиник нас с мида пришел. Там еще такой забавный момент. У Тини не было пачек в миде, и он решил, ну, загалгу Тайда. Не, это было нормально. У него Да, нет по итогу вейвов, вышло он всё убил неплохо. Тайда. Наверное, после Лайн-стадии мы немного были слабее, чем они все-таки. Но как-то мы там приняли одну в миду драку совсем небрежно, в ужасной позиции, напали на ЦМ-ку, ее чуть ли не добили. Точнее, ее не добили за нападение, пришлось коммититься, бежать, ее добивать. Все теряют позицию, заходит тайт спину, дает рэвидж, и вообще не самая лучшая драка, после которой стала играть чересчур. Тяжело, тяжело. У нас появился Блинк на Марсе, и 8 было такое немного, знаете, типа, давайте, ребят, что-то сделаем, давайте что-то сделаем. А я, если честно, даже не знал, что у нас Блинк на Марсе. Как-то вот так получилось, что я этого не знал. Я говорю, а давайте подождем Блинк на Тине. Думал, через Тини будем нападать. Ну и в один момент Марса, оказывается, вообще в топе убили, хотя, опять же, эта смерть была такая, скажем, странная. И мы в попыхах нажимаем смог, Марс Джакира, бежим в мид, там никого нет. Потом подходим под руну, там никого нет. О, видим цемку, ну давайте хотя бы ее убьем. Это вот, знаете, вот такое чувство, когда, блин, ну хотя, раз уж так все плохо, ну надо хоть что-то сделать. И из-за этого вот чувства получилась вот та самая драка, из-за которой мы капец как много отдали преимущества. Ну и дальше, на самом деле, уже становилось реально играть все тяжелее. У нас удалось поймать один момент, где мы их подловили в миде такие за счет Вижена. Убили там Тусика, Нагу. Да, было. Ну и то это нам повезло, потому что Нага Подошла сама. Нага просто подошла мейн героя, в арену сама закрыла себя. Ну и мы их, собственно, там немножко убили, но, к сожалению, нам это не дало особо прям профита. Пожалуй, кажется, была проблема с коммуникацией в этой игре и, наверное, понимание того, что нужно делать, своего, наверное, пика силы. Мне кажется, даже если мы проиграли, ну, 1007-8, допустим, на минуте 25, наверное, это не страшно. Если мы потом найдем хорошую драку где-то на Рошане или вообще еще где-то, наверное, это даже было играбельно. Трансфера, арена, прокаст Тини, ну, зомби тимфайт, Джакира тимфайт и так далее. То есть надо было, главное, докачаться до момента, чтобы нам хватало дэмэджа в хрона, а вот мы как-то не докачались. Вот, как-то так и закончился сегодняшний день. Наверное, он получился таким, немного провальным. Будем думать, что делать дальше. Завтра нас ожидают матчи против команды Астер, Тим Астер и Beast Coast. Астеры такие ребята плотные, серьезные. Думаю, с ними матчи могут получиться интересными. Будем стараться, будем готовиться. Ну и как-то пытаться изменить наш геймплей, наши драфты. Потому что то, что берем сейчас, явно не работает. Вам не нужен 7-й левел, 8-й левел на Джакира, чтобы делать мувы. А потом, ну, я это сказал, и вы просто сразу нажали смог почему-то, я не знаю, типа. Ну, вообще, не знаю. Короче, вообще я не знал, что у нас Блинк на Марсе как-то нормально. Вы на 9-10 минуте залез. Я Потом- этого, если честно, даже как-то не знал. И потом мы ждем, зачем на мне Блинк, хотя я супер боевой, я тени. Я говорил про Блинк, потому что я не знал, что это Басти Блинк. Ждать этот ебаный Блинк бесполезно. Его может не ждать, но надо не вейт. Если уж придумать плей, то его надо как-то обдумать делать, а не просто А потом, делать. когда у меня уже Блинк почти есть, мы нажимаем смоки, нажимаем все кнопки в центр. Блять, что это такое? У меня 1200 голды, 1300 голды до Блинка. Типа, я вижу Марса моего Блинк. Я говорю, парни, нужно сделать мув. Что такое инфа? Ярик говорит, нужно добить Блинк на Тини. Ну, Я так не и понимаю, говорит. нахуя мне Блинк? Блин, потому что ты говоришь, нужно сделать мув. Что это за фраза? Надо сказать, у нас есть Блинк, давайте придумаем. Наш Блинк... Просто фраза нужно сделать мув. Это у нас есть просто Блинк на Марсе, я же говорю. Я не знал, что у нас есть Блинк на Марсе, если что. Как у нас Никто нет? не сказал даже этого четко мне. Я слышал, что у нас Блинк. Ну, надо говорить, А потом у нас инфа есть Блинк на залетает. Марсе, го с ним сделаем мув. Вот, это кол. Да. Потом инфа Придумай. залетает. А не просто го сделаем мув. Что сделаем мув? Какой, куда? Никого не видно. Я не знал, что у нас есть Блинк. Не там сломать, мы можем мид супер занять, чтобы они вообще не подходили. Любой герой подходит, должен сдохнуть. Ну, тогда должен, чтобы там Марс появился. С Блинком стоял и фармил. Марс стоял в миду, АФК 2 минуты. Ну, там не он стоял. Я в топ-пачке был, и Марс в миду стоял АФК 2 минуты. Потом, типа, думали, что делать, но Джакира 5 левел. Джакира пойдет бот скачать. Вот, типа, Так было просто занять лестник, нет, мы с Блинком не было, если его смог под мидл, так, да, так мы даже лестниц заняли топ. Не знаю. Просто Илюк улетел в топ, Нага полетел вниз, но никогда не попал.
Мы типа разменяли товара, мы их в топ забрали, и потом можно было просто как-то с Блинком постараться. Но в итоге Мага остался в топе, его с Блинком просто убили. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли Спирит погулять. Всем привет, с вами снова рубрика «Вечерний фонтан». Настрой у нас был хороший, наверное, потому что нам нужно было выиграть 4 игры, чтобы пройти Виноран наверняка. С этой задачей, как вы уже знаете, мы не справились, так что давайте вспомним, что там было. И с этим сегодня мне поможет Магомед Коллапс Халилов. Думаю, можно начать с драфтов. Мне кажется, у нас на драфте уже было такое, что мы не были уверены именно в нем. Как-то вот я понял то, что у нас Илюха вообще никогда не захочет больше играть против Нигмы. Он и до этого не хотел, Да. но мы как-то немного сделали неправильный выбор. Конечно, приятнее играть, когда у тебя драфт лучше, чем у врага, но, в принципе, дота — это не математика. Как мне казалось, шансы у нас были после лайнстати довольно хорошие. У нас был темповый драфт, с которым мы могли навязывать свою игру, а у них немного медленно. SF фармят, Врайскинг фармят, Enigma тоже довольно медленные фармят. И то есть у нас практически у всех героев руки развязаны, а Monkey King и Tini, они очень мобильные, быстрые, им не нужно много фарма, чтобы уже какой-то прессure оказывать. Но один из таких самых переломных моментов — это был файт на вражеской тройке, где мы подставились под стан Никса втроем вроде. Там дал Виспер буфов 4, и еще там на SF просто добавил в это все реквием. Как ты считаешь, как нужно было сыграть правильно? Вообще, все это началось с того, что мы шли с Маке в топ на Энигму. Но по пути в топ мы разрывили весь наш смоук. Да, и Ярик решил поставить вард. Мы увидели ВК и решили напасть на него, типа, убить один раз. Я не знаю, на что мы рассчитывали, но второй раз мы его точно не убивали, но мы решили попробовать. В общем, мы на него напали, выбили ему реинкарнацию. Потом он, когда перерождался, нас вроде застанил Никс, если я правильно помню. Троих. Да. Подошла Энигма и просто дала бухов 4. Я не успел дать дум в нее, потому что я стоял там в большом количестве станов. Сначала стан от Марси, потом стан Никса, потом Карапас, потом Малифайс. В общем, это был один из самых важных моментов в этой игре, мне кажется, потому что мы как-то невыгодно разменялись. Но, по идее, этот файт должен был заканчиваться в нашу пользу. Что-то, может, еще произошло в игре, что помешало нам победить? Да, думаю, драка в боте рядом с Баутируной. На втором Рошане случился такой момент, что мы напали в SF хорошо через Doom Lift и поселили на него арену, но не видели шарда у Марси, она просто выбросила из-под фокуса SF, Тини не успел продлить, и на этом, в принципе, эта карта закончилась. Мы потерпели крушение в этой драке, отдали Рошана, и дальше нас там планомерно зажимали, добивали, если так можно сказать, и каких-то, наверное, аутов выиграть было мало, потому что никакой Энигмы, к сожалению, мы Магдуса не имели. Вот так и закончилась вторая игра. Как получилось так, что мы Сайленсер забанили, а у них Энигмы и Никс? Они даблты просто взяли. Типа неправильно. Мы не должны такого позволять. Так а что, ты думаешь, Сансер бы что-то нам помог? Они Сайленсер, но Надо как-то... надо было Нет, Enigma. Энигму фпшить в таком случае, если Сайленсер банит. Драка на тройке, наполовину наши шансы сократила. У нас все равно чуть-чуть темпово выглядит. Да что, просто Enigma отрезает очень много героев. Очень неприятный, против него надо драфте какую-то... Короче, выдумать велосипед. Мы можем просто сыграть хорошими героями, не против Энигмы. Вторая карта с Бескост. Что скажешь, Мага? Мне вот понравился драфт, потому что у них прям на Дума ничего абсолютно не было, и он спокойно мог прожимать свои кнопки, и для него, это были приятные таргеты для Дума, скажем так, для него. Потому что от каждого Дума, который он задумит, от каждой цели, которую он задумит, есть какой-то импакт. То есть задумаешь ты прямо без 100, ты выключишь просто полностью героя, которые там, которому боялись. Были какие-то тревожные моменты в игре, или за счет чего мы выиграли? На самом деле, таких прям не было моментов, потому что мы в начале игры там сказали так, что мы будем играть в своих таймингах от моего БКБ, либо от моего блинка, либо от активки шторма какой-то, либо от этого морфа. В общем, просто играть по своей тайминге. Нам не нужно никуда спешить, не нужно никуда гнаться. Мы сыграли эту игру в принципе хорошо,
За исключением пары моментов, где мы дрались в миде за Т2. После того, как мы уже дали хорошую драку и забрали Аегис, там неправильная драка была. Потому что, да, это на самом деле тоже какой-то оверфорс был, я скажу вам честно. Потому что в игре, как мы сидели, у нас коммуникация такая была, что я, к примеру, говорю, то, что у меня нет моей главной кнопки, у меня нет дума, у нас нет яйца, и как бы мы не хотим драться в миде. А Илюха, он как бы чувствовал себя суперсильным, но его в этом никто не мог поддержать, по сути. Ну, я не хотел его поддерживать, потому что я просто не могу сделать что-то в файте. И я как бы отверг этот кол, но Илюха все равно как бы захотел подефать в миде. В общем, там Саня тоже что-то запорсился. Мы там какую-то драку провели, но вроде это даже не в плюс нам вышло. Там легким испугом отделались, повезло нам, скажем так, могли побольше потерять. Был единственный момент, когда у меня сжалось сердце, конечно, когда прямоубийц прилетел в топ и пытался под глобал въехать в Илюху и убить его. Но Илюха ты за тайм, да, я видел. Илюха это прочитал. Он прямо это сказал, короче, парни. Сейчас ко мне ТПшница прямо убийца, не под голову меня попробует убить. Мы такие, да. И буквально там 5 секунд проходит, нажимается гобу, короче, Илюха это уже прочитал, и он Перекачался и выжил. И вот это был такой сильный момент. Если бы им удалось это сделать, я думаю, Ну, было бы неприятно, да. Очень Вот. приятно. Короче, Люк, типа работает, так сказать, талисманы. Это все, конечно, мы типа, там все верят. Ты в том году был в этом, в этих кулончике, выиграли. Что делать, сразу выиграли. Сглазили? После ничьи с Бескос нас устраивала только победа 2-0 против Астеров, чтобы зацепиться за переигровки. По-моему, с ними же и пришлось бы играть. В целом драфтом, я, кажется, доволен. Мне кажется, он у нас был довольно простой, комфортный, немного спылов, и весело играть, удобно. Мы сыграли очень плохо. Телепорты, кнопки, принятие решения. Мне кажется, все в этой игре было не на высоте. Такое чувство, что было столько возможностей у нас, но мы ничего не реализовали. Может быть, на нас это сказалось то, что нам надо обязательно выиграть, чтобы верхнюю сетку пройти. Первый файт на Рошане, вот как мне кажется, это первая такая, может, не первая ошибка, но ключевая. И вот, Мага, расскажи изнутри. Они, да, были Да, в смоке, поймали да. Ярика. Мира прыгнул, пытался его заставить, они убили двоих. Пошли после этого в Рошана. Да. Мы про это уже знаем, то, что они убивают Рошана, Пак чекает арбой. Я как бы стою, жду возможности, чтобы украсть Аегис, но в этот момент они решают выйти и нажать смог. Мы, в принципе, это ожидали. Мы знаем то, что они уже пойдут в смоке, и просто герои стояли на тройке. У меня в тот момент не было. Я сказал то, что я хочу запушить пачку в топе. Я не хотел, чтобы мы, короче, поставились по смог, чтобы кто-то просто развилил и вышел. Условно, Тини, который имел тогда блин. Они заходят на тройку, ревилятся. Мы все выходим спокойно. Тини оббегает этот хайграунд, чтобы успеть к нам в смог. Они уже возвращаются, идут на Рошана, идут убивать Рошана. И мы как-то мешкаемся из-за того, что мы очень долго нажимаем смог, потому что мы хотим еще подождать Тини. Хотя в этот момент, мы позже уже смотрели, мы поняли то, что нам не нужно было ждать Тини, который должен был с нами пойти в смоке. Он мог просто за ними дальше идти. Они бы его никак не достали, у них 0 зазепа на него. И мы бы его не дожидаясь, нажали сами быстро смог, пошли под Рошана, успели бы дать им драку на Рошане, то есть даже возможность украсть этого Рошана, забрать либо килл, либо Аегис, либо и то, и другое. Но в итоге мы не успели на Рошана, и даже с такой ситуацией, как у нас вышло, я залетел в 3 героев под БКБ, схватил Розора, ультимейт, и мы должны были бы на самом деле в том моменте убивать. Если кто-то будет пересматривать момент, то там просто непонятно, что именно тролль делает в этом файте, потому что в то время, когда я бью Розора, ультую Розора, у которого 100 хп остается или 200, тролль просто стоит с БКБ и рядом смотрит на него. Он не подходит не сделать ни одного удара, ни одного спа, но буквально если бы он сделал какой-то удар, либо накинул спел, Розор бы точно умер. Можно ли было, думаешь, выиграть дальше эту игру? Думаю, у нас как бы были еще шансы на победу, но просто их бы было еще больше, если бы мы выиграли эту драку. Вот мы играли недостаточно уверенно и как-то очень плохо принимали различные решения. Также мы не купили гем, очень много по вардампам пробегали, тоже минута 30 была. У нас были деньги у двоих саппортов, с излишком даже так, я бы сказал. Потихоньку мы отдавали карту, мы уже не могли принимать драки, нас перефармивали, и игру мы закономерно проиграли. Всегда хочется, знаешь, по генералам, пару матчей выиграть, топ-3. Как они забрали Рошана, это, блядь, стыд и смех нам. Разора, соль, Преджера, где у нас огромный прямоубийство, мы просто ничего не делаем.
Ильшак, они просто купили БКБ и пошли на Рошана. Даже Ильшак без БКБ был. Как нас нахуй так стройки выдавливают? Как мы позицию держим, что они так заходят и 0 нюков получают? Я не знаю. Момент, когда заходят они в тройку делиться с смока, почему мы не форсим? Зачем ты форсишь врага? Не попал. Блядь, ну what the fuck? Как мы вообще выигрывать собираемся? Почти те же самые драфты с первой игрой. Было немного различий, но мне кажется, как и нашим зрителям, драфты были в каком-то смысле идентичны. Да, мы сделали соответствующие баны, так сказать, сделали выводы с прошлой игры, то есть реализовали вот по полной наших героев всех, которые у нас были, и, в общем-то, задумку всего драфта. Вот когда я смотрел первую игру, у нас было столько скиллов, столько возможностей, мы ничего не реализовали. Интуитивно, когда, мне кажется, ты играешь в Crystal Maiden, Пак, Primal Beast и Tiny, ты хочешь, ну, бить лицо скорее, чем просто бегать и качаться. Вот во второй игре, извини, что перебил, мне показалось, что мы уже как-то старались больше оказать давление на врага, и это помогло нам выиграть. А ты вот как считаешь? Мне кажется, это вот в большей части зависело именно от героев, которые были за нас и которые были против нас. То есть в первой игре у меня был Пак в команде, которому нужно очень близко подойти, чтобы там, ну, выдать какой-то дэмэдж, как бы, и он постоянно должен быть именно в гуще драки. В первой игре я думал, что меня может остановить только Shadow Demon, с помощью которого меня могут убить даже с БКБ, и поэтому я особо сильно не хотел наглеть. Даже если они в тебя, он нажимает эти все кнопки, в каком-то смысле это развязывает руки троллю, который сможет зайти в драку и не опасаться, что ему дадут поводок и скажут: нет, нельзя, не бей. Но во второй игре как бы там не было ни Разора, ни Shadow Демона, ни того же Пака. А был Зевс, который, в принципе, хорошо зашел, как мне кажется, потому что этот герой, который стоит именно на расстоянии и вносит очень много дэмэджа. Потому что у него и так есть два героя, которые будут в центре файта. Это и Тусик, и Primal Beast, которые просто влетают и, ну, топчут все. А ему просто нужно внести какой-то дэмэдж. Имхо, мое мнение, что в первой игре она могла быть практически идентична второй, если бы мы просто предпринимали какие-то действия, оказывали давление на врага, пытались выжимать из зон, бежали за ними. Вот во второй игре это выглядело именно так, а в первой, как мне кажется, этого не хватило. И я не считаю, что во второй игре DraftKart это получился кардинально лучше, чем в первой. Ну смотри, в отличие от первой игры, во второй игре у нас была намного лучше коммуникация. Мы в плане информации намного больше проговаривали, нежели чем в первой. В первой игре ты мне показывал момент, где меня убили вчетвером. Во второй, и что я ТП не нажал там условно, когда в боте дайвили тоже 4 героя. А во второй игре мы как бы к этому всему уже были готовы. У нас каждый игрок как бы говорил информацию. В общем, закончился для нас групповой этап. Вышел он не очень приятно, как мы рассчитывали. Ну, рассчитывали мы на большее, наверное, на винера.